Я в первом городе Португалии, Вила-Реал. Это первая остановка, тут достаточно солнечно, хотя по дороге шел дождь, и сейчас асфальт еще мокрый. И чем ближе я приближаюсь к порту, а до него осталось где-то 100 километров, тем сильнее становится тревога. Хорошо, что я моделирую эту ситуацию на протяжении недель. Я попытаюсь воспроизвести все те шаги, которые я бы сделал, если бы я переехал сюда жить, с планом здесь остаться. То есть я бы пытался найти работу, изучал местность, там, я не знаю, пытался искать жилье. И сейчас тревога вот реально зашкаливает. И я представляю, что бы было, если бы я действительно сюда приехал, ну вот так, с концами, то есть со всеми своими вещами, деньгами, которые у меня есть, и без возможности вернуться обратно в какую-то свою сытую, стабильную жизнь в Германии. И я думаю, что это правильное решение, вот делать так всегда, не бросать все с концами, с бухты-барахты и принимать какие-то шаги, а делать все постепенно, в какой-то миниатюре, создать какую-то мини-модель, посмотреть, как она работает, а потом повторить ее вот уже по факту, как это должно работать. Я думаю, что так по этому принципу строятся стартапы. Сначала создается какой-то проект, а потом он масштабируется. Конечно, если вот эта сама модель первичная работает. Главная проблема в Германии – это поезда. Они никогда не приходят вовремя, они всегда опаздывают, они ломаются по дороге. Иногда вместо того поезда, который ты ждешь, приходит какой-то другой. Поэтому я приехал на вокзал чуть пораньше. Пораньше это примерно часа, ровно на 2 часа раньше. Так, я во Франкфурте. Вот он так выглядит. Новогодний антураж. На вокзале чуть теплее, чем на улице. И здесь даже ночью работают кафешки. Город живет жизнью полноценной. Ходят автобусы, двигаются такси. Это большой город со своей стихией, со своей атмосферой. Было бы чуть побольше времени, я бы обязательно прогулялся. Очередная остановка нашего супербаса, фликсбаса. К своему удивлению обнаружил, что в туалете нету воды, стоит чисто биотуалет. Есть раковина с краником, но без воды. И нету даже туалетной бумаги. Итак, я прибыл в Порту. Заселился в хостел под названием Easy Hostel. Это стоило мне 10,5 евро. Это самое дешевое, не номер, это самое дешевое место в комнате, в 8-местном номере. Кровати трехэтажные, у меня второй этажик. Еще в номере со мной я видел какую-то девочку с братом или с сыном, или маму с сыном. Принял душ. Тапочек я с собой, естественно, не взял. Пришлось воспользоваться старым дедовским способом. Купил в магазине 2 хурмы, 3 мандарины. В пакеты целлофановые все положил. Пакет одел на ноги и принял душ. Ну, так проще.
Это меньше места занимает в рюкзаке. Это легче, не нужно тащить эти тапки, которые я по факту буду использовать 3-4 раза за неделю. Ну, сколько раз буду мыться, естественно. Приехал я в ботинках, чтобы не тащить кроссовки. По факту тут очень тепло, где-то 20 градусов. Капал немножечко дождик. Я в своей куртке выгляжу как пришелец из космоса. Вот сейчас, когда я вижу все то, что меня окружает, я понимаю, что это отличное место. Действительно, здесь можно быть счастливым, наслаждаться жизнью, получать удовольствие от того, что ты видишь, ну, просто жить. Но вопрос в том, а есть ли в этом смысл, если ты здесь один? Если ты в таком чудном месте и не можешь разделить вот эти эмоции, которые тебя переполняют, с кем-то из близких. Я думаю, что вот в этой ситуации чего-то не хватает. Скорее даже кого-то. Близких людей, друзей, с которыми можно было бы пойти на рыбалку. Я не знаю, посидеть в кафе. Прокатиться на яхте, в конце концов, либо же потусить на спортивной площадке. И мне кажется, когда есть вот такие люди рядом, которые действительно тебе дороги, с которыми ты знаком не один год, которых ты уверен, ты знаешь, что не останутся рядом с тобой, несмотря ни на что. И вот, да, если бы они здесь были. Итак, я в хостеле, утро нового дня. Я сегодня утром встал где-то в 5 часов ночи, изучил информацию о том, каким образом можно начать работать здесь. Оказалось, что без НИФа, индивидуального налогового номера, это невозможно. Только после этого, когда я получу всю эту, там 3 каких-то циферки, 3 каких-то номера, номер в системе социального страхования, налоговый номер и еще какой-то номер, только после того, как я его получу, по факту я буду иметь право работать. На эту необходимость мне указал тот факт, что когда я пытался зарегистрироваться как курьер Глова, они у меня запросили эти документы. Более того, я забыл, Глова требует, чтобы ты был зарегистрирован как частный предприниматель. То есть здесь для начала работы нужно еще будет и предпринимательство оформлять. То есть это немножко не так работает, как в Украине. Ну, в Украине тоже требовали, ну, так закрывали на это глаза. Этот процесс получения вот этого налогового номера может занять длительное время. Некоторые люди ждут по 7 месяцев. Люди спешат, время 9 часов утра, все куда-то бегут по делам. А говорят, в Португалии рано утром никто не встает. Это хостел, место, где я сегодня ночевал. Очень здесь красиво, аккуратно. Мне понравилось. Номер на 8 человек, не знаю, сколько там было, но по факту я выспался. Реально отлично. Тук-тук. Это туалет. Жалюзи на окнах. Тут я ночую. Ключи от двери оставляем в специальном ящичке. Вот оно здесь. Все, прощай, хостел. Возможно, я еще вернусь. Тут непривычно тепло. Туристический путеводитель утверждает, что Рибейра – один из интереснейших кварталов города, Порту.
Поэтому я сейчас направляюсь именно к нему. Не знаю, что меня там ждет. Возможно, там не любят туристов с камерами. Это мы сейчас проверим. Иду какой-то очень узенькой улочкой. Спускаюсь все время сверху вниз к реке. Не знаю, как я буду подниматься. Зато я понимаю, почему здесь не так много людей на обычных велосипедах. Я видел немного электровелосипедов, но обычных единицы. Ну, потому что спуститься с такого склона на велике легко. Конечно, если там есть тормоза. Подняться обратно, я думаю, практически нереально. Что такое Порту без уличных музыкантов? Конечно же, я нашел их здесь. По лицам видно, что это туристы со всех точек мира. Как и музыканты, и те люди, которые пытаются, я так понимаю, здесь что-то продать. Потому что вдоль набережной мы видим такой себе блошиный рынок. С одной стороны кафешки, огромное количество кафе. С другой стороны место для отдыха. Целующиеся люди. Пары, которые держатся за ручки. Гуляющие туристы. Ну и, конечно же, рыбаки. О, и снова моя ошибка по поводу бездомных. Они здесь есть. Один из них прямо передо мной. Грустно это все видеть, но, возможно, им нравится так жить. Потому что я не вижу ни одной причины, почему бы они не могли сделать свою жизнь лучше. Ну, чтобы просто не спать на земле, на асфальте. Сувенирки, сувенирки, сувенирки. Там внизу рассекают люди на байдарках. Но это не байдарки, это какие-то лодочки. Довольно-таки длинные, где-то метров 5 длиной. Но они раздеты, плечи голые, колени голые. Это чтобы вы понимали температурный режим. Я нашел рыбака, который умеет ловить рыбу. Да, там есть рыба. По мере отдаления от исторического центра улочки меняются, и цены тоже. Хорошая новость. Я в Лиссабоне. Плохая новость. До моего хостела, который я забронировал, мне двигаться порядка 5,5 километров. Автобус опоздал на 40 минут, поэтому уже практически темнеет. И когда я доберусь до хостела, будет уже совсем темно. Естественно, я первый раз в этом городе. Разбираться с общественным транспортом времени нету. Такси брать, ну, наверное, это было бы просто. Но я не уверен, что это было бы дешево. Поэтому у меня есть уникальная возможность изучить самые злачные места, части города с помощью собственных ног. Так что, ребят, если не увидимся там через полчаса или часик, значит, я где-то потерялся. Но я думаю, все будет хорошо. Навигатор ведет куда-то туда. Говорит, типа, скористайтесь з'їздом з Кільця, а тут мысли только о том, как бы не наебнуться в какую-нибудь яму или в канализационный глюк. Потому что это просто какой-то лютый трешак. Какие-то кусты.
вдоль дороги. На кільці повернути, на з'їзд. Во, он подсказывает, типа на кольце на съезд поверните. Ну тут только тропа натоптанная вдоль дороги. Видно, не я первый здесь хожу. Знак валяется дорожный, кто-то отломил и выбросил. Ночь, а мне еще полчаса идти. И там с двух сторон горы, кусты. И куда я там должен идти? Куда? Итак, я в хостеле. Brothers Hostel в Лиссабоне. Ночь переночевал, сейчас утро, без 7 часов утра. Хостел по сравнению с тем, который был в Порто, ну вообще небо и земля. Реально качество ремонта, вот эта чистота, во всем он намного хуже. Но как бы везде на стенах инструкции. Такое ощущение, что они написаны для людей, которые никогда в принципе не были в хостелах, это их первый опыт. Вчера какая-то девочка, по виду лет 18-20, не знаю, насколько взрослая, зашла в туалет с мороженым. Ну, как бы... Да и само впечатление от города осталось такое очень негативное. Возможно, потому что я вчера шел пешком, это была ночь, я был немножко злой, уставший, но я не уверен. Город сам по себе грязный. Вот после Порту первое впечатление очень плохое, отрицательное. Поэтому сегодня я хочу его изучить чуть побольше, все-таки освоить общественный транспорт. Купить проездную карту Viva Viagem, закинуть туда денег и съездить в Кашкайш, еще какие-то города, спутники, то есть те, которые уже более дорогие районы, более туристические, те, которые ближе к океану. И плюс изучу Лиссабон. Да, еще нужно будет вернуть вот этот ключик при выходе, потому что, типа, если я его не верну, то штраф 25 евро. Короче, тут за все штрафы. Например, здесь надпись на спине, я так понимаю, на португальском и на английском. Во-первых, все, что вы сломаете, вы будете оплачивать. Запрещено курить, запрещено кушать и пить в комнате, запрещено стирать одежду в туалете. Ну, там в самом туалете есть еще правило, что там туалет совмещен с душем, и там есть правило, что запрещено ходить без футболки по хостелу. Вот тут я не знаю, для кого это было правило написано, для женщин или мужчин, но выяснять как-то особо не хочется. Одним словом, я готов, я выдвигаюсь. Сегодня большие планы, длинный маршрут. Я немножечко разобрал свои вещи. Куртку решил больше не одевать, просто ее зафиксировать на рюкзаке, потому что тут достаточно таки жарко. Я бы сказал, тепло, не жарко. И я насквозь промок вчера, то есть у меня вся одежда была мокрая, пока я дошел. Это с учетом того, что это была уже ночь. Ну, в общем, я пошел. Пожелайте мне удачи, хорошего дня. Я проделал огромный путь, чтобы сейчас оказаться здесь, на берегу океана. Что я чувствую в этот момент? Что должен чувствовать? По идее, я должен был бы рад быть. По идее, теоретически. Потому что я этого хотел, я к этому стремился. Но сейчас я здесь, я слышу звук этих волн, и я реально рад. Я рад, что я здесь. С одной стороны. С другой стороны, начинается дождь.
я чувствую, что отсюда пора валить, потому что скоро я буду мокрым. Моя одежда, вещи, оборудование для съемки тоже. И пока я сюда ехал, я понял одну простую вещь, что мало сюда просто приехать и сказать: о, окей, я здесь, теперь я буду здесь жить. На самом деле сюда нужно ехать, когда у тебя есть какой-то стабильный источник дохода, чтобы ты приезжал, и ты уже понимал, что да, у меня есть, что бы ни случилось, у меня есть деньги, чтобы заплатить за жилье, заплатить за еду, за какие-то там, я не знаю, развлечения, одежду и прочие вещи. И это возможно только в том случае, если ты приводишь работу с собой. Потому что то, что я увидел, у меня такое ощущение, что это не самая богатая страна, и здесь не так много работы. Даже по моей специальности, я смотрел вакансии мастеров по ремонту велосипедов, люди реально здесь получают в 2-4 раза меньше, чем в Германии. Стоимость продуктов здесь примерно та же. Аренда жилья будет стоить столько же, сколько в Германии, возможно, даже больше. И получается, что нету смысла ехать. Да, если у тебя есть свой бизнес какой-то, ты предприниматель, ты работаешь онлайн, удаленно, то в Германии это невыгодно делать, потому что слишком высокие налоги. Приехав сюда, ты можешь платить меньше налогов, у тебя будет там, чуть ли не в 2 раза больше денег оставаться. И в таком случае это был бы отличный выбор, возможно, лучший. Люди, когда они долго находятся в одном и том же месте, перестают ценить то, что они видят. И вот эти все прекрасные пейзажи со временем становятся чем-то обыденным, какой-то рутиной. Мы думаем о своей работе, о каких-то мелочах, о том, что мы будем делать завтра, что мы что-то должны кому-то, обязаны. И во всей этой суете просто забываем, насколько красивое место может нас окружать, и насколько легко и комфортно можно себя в нем чувствовать. Например, я сейчас снимаю рождественскую ярмарку в Португалии, в Кашкайше. При этом в Германии, у меня дома в Баварии сейчас самый сезон вот этих всех мероприятий, которые и каждая из них дарит незабываемые эмоции и впечатления. Но вместо этого я выбрал приехать сюда и снимать Новый год при температуре плюс 20 за бортом. Иногда люди совершают совершенно непредсказуемые поступки, которые не поддаются никакому логическому объяснению. На первый взгляд не поддаются. Поэтому я думаю, что в одном из следующих видео я вам покажу
рождественскую ярмарку в Германии. То, как она выглядит по-настоящему в стране, где снега действительно много, как и положено быть под Новый год. И как всегда, самое интересное можно найти в самом неожиданном месте. Итак, я заселился в новый хостел. По цене он примерно столько же, но я так понимаю, что это потому, что цена акционная. По факту он там должен был стоить где-то на 10 евро дороже. Персонал здесь приветливый, убранство тоже чуть получше. Единственное, что вот здесь это подвальное помещение, и вот это низ окна, это бетонная дорога. То есть люди здесь ходят ногами. Моя койка сверху, второй этаж. Всего здесь в комнате 4 человека. По идее, должно быть тихо. Но это уже мы посмотрим. Кто-то бросил свои вещи на нижней полке, здесь уже живет. Есть вентилятор на лето, я понимаю, но сейчас он бесполезен. Есть 3 туалета, кухня. На кухне вижу, стиральная машинка есть, но там указано, что пользоваться нельзя, только персоналу. Из забавных правил, что мне понравилось, здесь запрещено курить в номере, штраф 100 евро. Запрещено употреблять наркотики, за это никакого штрафа, но сразу же типа выводят за территорию хостела. И еще запрещено заниматься сексом. За это никакого штрафа не предусмотрено. И выводить за пределы номера тоже не будут. Ну, за пределы хостела. И мне вот интересно, что это за дискриминация такая? Курить траву можно и сразу на улицу. А если занялся сексом, получил удовольствие, то вроде бы все нормально. Оставайся дальше. Или, может, они имеют в виду, что если подключать к процессу администрацию, то тогда будет даже скидка какая-то. Ну, не знаю. И что еще из забавного, нельзя ходить в нижнем белье, штраф 50 евро. Возможно, это связано с тем, что здесь, ну, не только христиане, мусульмане и какие-то особенности, то есть это оскорбляет их достоинство, честь. Ну, я просто не сильно знаком с культурой, поэтому не могу сказать, почему так. Сейчас заряжу немножко телефон, камеру и пойду искать место, где можно постирать белье. Да, конечно, я могу обратиться к администрации, заплатить деньги, сделать это все на месте, но я видел прачечные, типа, где каждый может подойти, постирать свои вещи, кинуть в автомат какую-то денежку. Я хочу немножко изучить этот вопрос, разобраться, как его искать на Google Maps, как оно называется на португальском и как это работает. Итак, место, где нужно постираться. В данном случае мое, это вот оно. Google Maps искал по слову laundry. Сам процесс довольно-таки прост. Есть инструкция на английском в том числе. Мы закидываем вещи в стиральную машину, закрываем ее для щелчка. Купюроприемник вносим необходимую сумму. В данном случае 4,8 евро. Я самый маленький объем выбрал. Нажимаем кнопочку с номером стиральной машины и ждем. Мой режим это 30 минут, снова 25. Следующий шаг это сушка. Как я понимаю, люди сушат много. То есть не так, как я 8 килограмм, там килограмм 15-20, не меньше. Поэтому рекомендую все-таки стираться не раз в неделю, а раз в 2-3. Но для этого изначально нужно иметь необходимый запас чистой одежды. Итак, сегодня 4-й день. Четверг, пятница, суббота, воскресенье. Да, 4-й день, как я в Португалии. Кроме тревоги по поводу работы, найду ее, не найду, смогу я себя обеспечить, не смогу обеспечить, добавилось гнетущее чувство одиночества. Хорошо, что я через неделю буду дома среди людей, которые мне сейчас как семья, ближе, чем они, у меня сейчас нету никого. И это будет через неделю, и это не так страшно. Но если бы я здесь остался 1, 2, 3 месяца следующих, вот так абсолютно в новой среде, никого не зная, то я бы столкнулся с проблемой одиночества более сильно.
И по своему прошлому опыту могу сказать, что в таком состоянии, когда действительно не хватает живого общения, начинаешь общаться со случайными людьми, и они это чувствуют, знают, видят и порой просто используют. Используют в своих целях, потому что чувствуют слабость. Я снова в пути, и теперь я в Порто. Я решил вернуться сюда, потому что вчера мне показалось, что там я из всех светлокожих самый светлокожий. Я не расист, но я себя действительно там чувствовал некомфортно. И это не единственная причина, почему я принял такое решение. Во-первых, здесь все дешевле, жилье дешевле. Я посмотрел вчера на сайтах аренды, то здесь можно найти более дешевое жилье. А для меня пока что это один из основополагающих факторов. Вторая причина, когда я вчера был в Лавандарии, месте, где можно постирать, посушить свое белье, я говорил о том, что я испытываю тоску по людям, которых мне не хватает, которые были в моей жизни там, в Германии, буквально еще 5 дней назад. Сегодня утром это ощущение одиночества, оно усилилось. То есть я уже готов был сдать билет, взять билет на завтра новый и вернуться домой. А потом, спустя 20 минут, может быть 30 минут, до меня дошло, что все те люди, которых мне по факту не хватает, они играли очень незначительную роль в моей жизни. Большинство из них, они мне не друзья, не товарищи, просто какие-то случайные люди, которых волей судьбы занесло туда же, куда и меня. И мы с ними пересекаемся, потому что так получилось. И я думаю, что большинство из них, если я исчезну из их жизни, никогда даже не вспомнят обо мне. Итак, до океана я не дошел. Где-то еще 2 километра. Я двигаюсь в том направлении. Видно, что вода сошла, потому что тут огромный кусок песка. Я вижу, там кто-то ходит. Возможно, что-то ищет интересное для себя. А если он нашел что-то интересное для себя, то это что-то может быть интересное и для меня. Остановился я по той причине, что со мной связался перевозчик, который возит людей и вещи из Украины в Португалию. Я узнал, может ли он перевезти меня и мои вещи из Баварии. Он ответил, да, это возможно. Стоить дорога будет 200 евро в Порту. Из Мюнхена, из Баварии в Порту 200 евро. 50 килограмм вещей моих включено в эту стоимость, а все, что дополнительно, будет стоить 3 евро за килограмм. Дорога мне обойдется около 500 евро. Это со всеми моими вещами. Я договорился о стрижке в этом замечательном месте, заведении. Сегодня меня не подстригут, сказали, потому что это только по записи. Мне нужно вернуться завтра в 10:30 утра. Стоит стрижка будет 12 евро, что меня вполне устраивает, потому что по виду это солидное заведение, все красиво там внутри оформлено. Хорошая новость. Вернулась вода, с нею кефаль. Более того, кефаль заинтересовалась хлебом, который я ей бросаю. Они тут прямо бьются за него. А значит, сейчас будет что-то интересное. Итак, моя попытка поймать рыбу окончилась неудачей. Сначала у меня был большой крючок, и когда она попробовала хлеб на вкус, я немножечко делал как подсек, потому что видел, когда она подошла.
То есть я ее ощущал на крючке, но когда я потом кинулся обходить мост, чтобы вытащить ее, она просто порвала леску 0,3. Слишком слабенькая леска оказалась для нее. 7-й день в Португалии. Утром чувствую, что я заболеваю. Ну, такое ощущение непонятное, горло першит, немножечко жар бросало ночью. Но это нормально, потому что здесь абсолютно все болеют, огромное количество людей больных. Может потому, что помещение не отапливается, может потому, что зима, может потому, что много туристов, они возят с собой всякую заразу. Право на медицинское обслуживание, в том числе государственное бесплатное, украинцы получают после получения 24-го параграфа. До того момента, то есть вместе с вот этим, с три документа, которые придут на электронную почту после того, как защита будет утверждена, один из них номер социального страхования. Как я понимаю, что до того момента, пока не будет этого номера, воспользоваться услугами бесплатной медицины я не могу. А второй момент, что без этого номера НИФа я не могу оформить в том числе и частную страховку. Вот и думайте теперь, вот вы приедете, будете ждать свою защиту неизвестно сколько времени, не дай бог вы заболеете, и каким образом в таком случае решать проблемы со здоровьем, если у вас нет ни государственной страховки, ни частной страховки. Да, у меня есть карта АОК, я застрахован в Германии, я официально работаю. Как я понял из информации на сайте АОК, моя страховка распространяется в том числе за границей, стоит здесь. Ну, окей, а если приезжает украинец непосредственно, я не знаю, из какой-то другой страны, где он отказался от защиты, у него нет права ни на какое медицинское страхование. В планах на сегодня все-таки пойти в парикмахерскую, потому что у меня назначена встреча на 10:30, если я не ошибаюсь. Также я вспомнил одну фразу умного какого-то чувака, который сказал, что успешных людей от неуспешных отличает только то, что успешные делают на 5% больше тех, кто терпит неудачу. Поэтому в планах сегодня оформить проездной по порту. Следующий шаг – поехать в Декатлон. Я пока вчера возвращался со стороны океана, заходил. Там есть рыболовные снасти. Хочу купить леску, более мощную, крючок подходящего размера и попробовать поймать ту кефаль снова. Хлебушек буду покупать в Континенте. Там очень вкусная сдоба. Она свежеприготовленная, только из печи. Она немножко отличается от той, которую я кушал в Германии. Ну, какие-то особенности свои местные. Поэтому я хочу заскочить туда, купить что-то покушать, купить приманку для рыбы, наживку, белый хлебушек и повторить тот же самый фин. Удочку я покупать не хочу, потому что мне неудобно будет ее с собой везти, обратно в автобусе тащить, потом каждый раз думать, что с ней делать. Хорошие снасти стоят примерно, я прикидывал, около 200-250 евро. Это набор: удочка, катушка, леска, крючки. Я не вижу необходимости на данный момент во всех этих приспособах, потому что я могу поймать ту рыбу и без каких-либо снастей, это абсолютно лишнее. Мне нужна только леска и крючок. Если для того, чтобы поймать рыбу, нужно что-то большее, ну, наверное, это уже спорт, это не рыбалка. Здесь я это сделал, это место, где я стригся, это было невероятно. Я потом выйду, расскажу, но это нужно было только видеть. И мой мастер, Эли, это что-то с чем-то. Реально стригли 30 минут. Мастер, я ожидал, что это будет женщина, но это оказался мужчина. Его пальцы — это что-то с чем-то. Стрижка мне обошлась всего в 12 евро. Ребят, поверьте, за то, что он делал с моей головой, его пальцы, вот этот фантастический массаж, поверьте, вот за это не жалко отдать и 50 евро. Новый день, новые достижения, новые цели. Наша снасточка, поплавок, кусок ветки, который подобрал здесь же на берегу. Леска 0,45, не рис. Я поймал ее.
она живая. Я вытащил, это кефалька, и она клюнула на хлебушек. Тут были две прекрасные женщины, которые помогли мне ее вытащить. Рыбка, а сейчас ты отправляешься туда, откуда пришла. Я думаю, после второй пора остановиться. Вытащил я ее оттуда, где-то со средины моста. Это точно кефалька, клюет она на хлебушек. По виду где-то с килограммчик, ну может 1,5. Я свой план выполнил, я счастлив, доволен, пора отпускать рыбу и возвращаться домой. До Карлсруэ осталось еще где-то часика 2. Чувствую, что у меня поднимается температура. Пол автобуса кашляет, чихает, как и я. Там на заднем плане, не уверен, что это слышно. Чувствую себя реально хреново. У меня есть парацетамол, но он в рюкзаке, который в багаже. То есть часика через 2 я смогу его отыскать, потому что у меня с собой ибупрофен, но как-то он не особо помогает. А мне после того, как я доберусь до Карлсруэ, еще где-то 4 часа ехать на 3 разных поездах до Кемптона. И только потом я смогу сесть на такси и добраться домой. Фликсбас опаздывает на 2 часа. И я опаздываю на последний поезд. И это будет последний раз, когда я пользуюсь услугами этой компании. По факту мне придется с температурой, вот в таком состоянии до утра. Я не знаю, где мне находиться, потому что я приеду в Мюнхен в 2 часа ночи. Я сел в поезд. Не знаю, какая у меня температура, но меня реально прям трясет. Вышел на улицу, у меня реально просто колотит. Капец. У меня на ожидательном вокзале нету зала ожидания. Я пошел в Макдональдс. Макдональдс будет до 3 часов, а поезд у меня в 5. Я думаю, после Макдональдса пойду в турецкий ресторан. У меня реально дикая температура. Я выпил еще одну таблетку ибупрофена. Одел сверху еще один свитер. Не знаю, наверное, выглядит странно, но как-то мне реально пофиг. Я как подумал, что мне сейчас идти на улицу, ну просто капец. Ну что ж, эта длинная ночь подходит к концу. Сейчас 5 часов утра. Я ушел из турецкого ресторана, попросил завернуть то, что не доел. Реально, просто были огромные порции. Я не знаю, какой человек способен скушать это все. У меня есть время поспать, будильник поставил, надеюсь, я проснусь. Выйду на нужной остановке, приеду домой, приму душ, выпью горячего чая и буду сутки спать. Как-то так, моя поездка завершается. Будем надеяться, что удачно. Но это мы посмотрим по состоянию здоровья через неделю.